Hello, guys! Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Штейн, и как всегда мы с вами будем играть в Террария. Сегодня 6-я серия позади, и я наконец готов честно ответить на вопрос, что такое Террария. Спойлер, это боль и бесконечная, непрекращающаяся копка. Очень много копки. Вообще, все начиналось мирно. Я решил навести порядок на базе, но аккурат в аккурат собрал все свои гробики, могилы, кучу там смертей, которых у меня было, и выставил их в ряд. Думал, что будет красиво, навел порядок такой, так называемый, но стоило мне достроить это персональное кладбище, как бах. Весь мир вокруг меня сначала окутало туманом, а потом потемнело. Игра как бы намекает мне, что ты построил спаун для своих кошмаров. И знаете, такое добро пожаловать на весь экран. Это я понял. Следующее, знаете, по геймплею, что я хотел сказать. Я хотел мировое древо украсить, улучшить, а то у меня это просто многоэтажка какая-то многоэтажка пятиэтажная получается. Поэтому я решил его облагородить листиками. Но знаете что? Они у меня закончились. Это был фиаско, братан. Если честно, я думал, они бесконечные. Но не все так просто было. Ну и еще в этой серии мы знаете, что будем делать. Мы пойдем в джунгли, найдем пчелу, попробуем с ней помахаться. А еще у нас будет откровение. Мы будем пользоваться зонтиком. Тем самым легендарным зонтиком, которым у нас был из первого сюжета, с первой серии. Но мне, кстати, не сильно повезло на текущие события, а вам, наверное, это сильно повезло. Первое, мы получили кровавую луну. Сначала, нет, знаете, не так. Я построил кладбище. За кладбищем мы получили кровавую луну. За кровавой луной сразу гоблины напали на нас. Ну, в конце мы немножко еще пообщались, так сказать, попритирались с пожирателем миров. В конце серии я поблагодарил троих человек, которые помогли мне на моем, так сказать, пути становления в Террарии. Ну, так что присаживайтесь поудобнее, наливайте себе кружечку чая, доставайте из захромов печеньки, а лучше супчик, например, борщик, а лучше пельменьки. И присаживайтесь, наслаждайтесь моей историей. Для меня это мой первый опыт, надеюсь, вам он вкатит или понравится. Ну так, вперед, погнали. Здесь я ускорился, я буду местами ускоряться для вас, местами буду замедляться для вас. Я нашел достаточно необычный предмет, это булаву. Она мне выпала в прошлый раз из одних из сундуков. И я задумался, что у меня есть отличный план. Я хочу победить босса. Я хочу победить не просто босса, который нагибал меня беспощадно. Это пчела, но также и пожирателя миров. Но навстречу мне вышел маленький торговец миров. И я с ним, естественно, пообщался. Я смотрел, какие, может быть, предметы лучше всего купить, а какие не стоит покупать. Но у него такие баснословные цены, что наши цены в России просто отдыхают. Но как-то так. И знаете, я пошел строить кладбище. И вот здесь мой фейл и начинается. Я не остановился в первый раз, когда увидел тень. А вот сейчас и потемнение произошло. Мне даже игра сама подсказывала, что не нужно ставить. Я несколько раз ошибся. Но тем не менее. Дальше ничего интересного не происходило, я просто пошел копать. Если честно, вот за этой горой песка, так называемого, я думал, там что-то есть интересного, но ничего интересного я там не нашел. Поэтому я дальше пошел в джунгли, зовут, и нашел свой зонтик, и здесь первый раз я им воспользовался. Вот, видите? Как прикольно. Ты не падаешь, ты не умираешь. И это прикольно. Хотя многие говорили, что есть подкова. И можно с ее помощью делать. Падать и не умирать, естественно.
Но для этого нужно на небеса подняться, а я сколько раз не умирал, и все так и не смог на них подняться. Ну ладно, я шучу. Здесь в менюшке я специально ее оставил, эту часть. Первое, я тупил здесь, а второе, мне посоветовали отдалить мир. Спасибо тебе, подписчик мой. Мне несколько подписчиков советовали сделать таким образом, чтобы и вам было более видно, и мне было видно. Ну и я смог увидеть, как я далеко падаю и смогу умереть, так сказать. Дальше здесь я буду показывать. Здесь я показываю, насколько я долго летел и чем был хорош зонтик в данный момент для меня. И чем он дальше будет для меня полезен. Я его всю серию, нашу 6-ю, и постоянно использовал. В дальнейших выпусках вы, конечно, не будете видеть, как я дохожу до пчелы. Ну, во-первых, я их буду сокращать постоянно. Во-вторых, здесь я немного затупливал. И вам, я думаю, было интересно, как меня пчелки атаковали. Они мне с маленькие пчелки снесли 2 хп. То, что я нашел дополнительное памятник. Я все время, для меня почему-то так сложно запомнить слово памятник. Но, тем не менее. Итак, кто помнит то, что я воевал уже с пчелкой один раз, должны были увидеть, как она у меня победила. Я решил построить арену. Для этого я использовал несколько моментов. Кстати, в первый раз я узнал, что и когда добываешь из улья что-либо еще, то на тебя атакуют мелкие миньоны. Но знаете, какой у меня был фейл? Ошибка, так сказать. Я не смог призвать ее. На самом деле я думал, что я разрушу ее пару вещей и смогу призвать. Но нет, этого не случилось. Почему? Я просто не знаю, почему это произошло. Я решил тогда, я думал, здесь вот я 2 этих вещи разрушу, но нет. Так я не смог ее призвать. Понял только одно, надо идти крафтить. Так как по-другому она не реагирует на мои, так сказать, потуги. Здесь я встретил торговца, механика, гоблина. Я был ему рад. Для этого мне нужно строить место в моем, так сказать, мировом древе Игдрасиля. Но я на данный момент не стал этого делать. Я у него купил 2 вещи. Это крюк и сапоги. Когда-то давно я помнил, что сапоги используются для более какого-то крутого крафта. И самое прикольное, я нашел динамит и динамитную шашку. Знаете, что я сделал? Да, я ее нажал. Вот просто нажал. Я же видел, что там был динамит. Но почему я это сделал? Вот почему? Ну вот что двигало мной в тот момент? А в тот момент я не могу сказать, что мной двигало. Зато я понял, что мне нужна ванна из меда. Ну или, как это называть? Хранилище меда. Знаете почему? Я захотел призвать пчелу, чтобы с ней повоевать. И видите, у меня какой легкий туманчик во всех комнатах находится. И это все благодаря мне. Да-да-да, мне. И моему кладбищу. На самом деле, сейчас я еще думаю, что это мало на что повлияет. Но в конце игры я нашел первого призрака, который на меня напал. Я запарился. Я не понимал, кстати, в игре, как сделать порошок для того, чтобы призвать и червя, и сделать им мед. И знаете что? Я просто пошел по своим коллегам и начал покупать по жителям. Не коллегам, по жителям. Да, они же мои жители, которые вместе со мной живут. Я пошел покупать у них всякие различные предметы. Искал, добывал, спрашивал. И так пришел к тому, кто делает краски. Я думал, ну верстак это же все равно, что краску делать. Оказалось, нет. Нет. Знаете, я потом начал читать комментарии ваши, которые присутствуют, и увидел боковую панель. Я с боковой панели понял то, что можно делать меда. Я он накрафтил, наверное, на год вперед сразу же. И что я сделал? Правильно, я пошел добывать пчелку. Я захотел повоевать с королевой пчелы.
раз у меня получилось добыть все нужные ингредиенты. Ну еще мне говорили сундуки с верстаками сделать, но они, кстати, если я не разделил все эти моменты, то они прекрасно себя чувствуют. То есть я прям добываю вместе с ними весь этот момент. Здесь я решил вам показать свой долгий, нудный путь, как я каждый раз дохожу до джунглей. Я знаю, что есть где-то в террарии телепорт, но я пока не научился им пользоваться. Типа до определенных мест. По-моему, там надо строить домики, чтобы жители сами выбрали туда, и ты можешь строить между ними барьерные эти. Ну, не барьер, я скажу. Короче, между ними строить кристаллы и телепортироваться. Здесь я пытался бафы принять, на самом деле, через кнопку, как вы мне и советовали, но пропустил 3 раза удар. Трижды я пропустил удар. Плюсом, кто из вас мне подсказал, что надо зажимать ружье и стрелять, ну, типа автоатака, спасибо тебе большое. Я, короче, это понял. Но я решил воспользоваться цепью. Ну, как вы видите, я прям косой возил. У меня 4 хп, у босса 100% хп. Ну, или там 99. Плюсом он своих миньонов назвал, несколько раз меня врезался, и я здесь впервые воспользовался головой, что можно прыгать по платформам, а не просто в тупую урон принимать. И вот здесь я начал его немножко атаковать. Выпил хилку, подумал то, что все, я его сейчас одолею, но не тут-то было. А знаете почему? Потому что я тупил, очень много тупил. Как вы видите дальше, у меня осталось 1 хп. Я его еще раз подпустил к себе зачем-то. И он с помощью стрел меня оставил без хп, ну вот видели в какой-то момент. А потом просто прилетел и укусил меня. И я снова на базе, снова дома, снова со своим древом Игдрасиля, которым не знаю, как закончить. Благодаря вашим комментариям я понял, алхимический стол можно создать с помощью стола и пустой бутылки. И создал себе, наконец-таки я создал себе порошок, который смогу же все-таки призвать второго босса. Так я и сделал. И вот с этого момента все и началось. Все началось немножко не так, как должно было быть. Я опять же очень долго бежал. У меня здесь есть своя арена. Я ее немножко подчистил. И призвал своего первого босса. Я не стал его расстреливать, знаете почему? Потому что он же делится на несколько частей, я это знал с помощью других видео. И решил его просто головой забить. И как на удивление оказалось, это было верным решением. А так как я даже хилки почти не пил, я, по-моему, 1 раз выпил забой хилку, он же разрушается, у него же много его, так сказать, копий становится. И каждая из них, ну там не каждая, но многие дают хилку. Я поэтому такой тупо встал и начал его, так сказать, с помощью булавы собирать, накручивать его на булаву. Ну вот, как вы видите, я вот достаточно быстро одолел. То есть буквально пару минут и все, и от него уже ничего не осталось. Вот части его просто улетали. Если кто не знал, ну вот лайфхак для вас. Я думаю, я вам Америку здесь не открыл заново, как Колумб, но тем не менее, может многим те, которые будут проходить это, смотреть как в первый раз, то это достаточно простой способ забрать пожирателя миров. Таким вот способом. Я, конечно, не знаю, мой способ сработает на механического или нет. Я просто знаю, почти всех боссов. Но, тем не менее. Короче, я настолько обнаглел, что я его еще раз призвал. Раза 2. И все по такой же методике. Только во второй попытке он меня реально начал бить. Потому что я его где-то с середины забрал. Мне здесь аж пришлось выпить целую бутылку хилки, чтобы не помереть. Но тем не менее я его забрал. Кстати, я научился бафами пользоваться. Можете меня поздравить. Ну и так далее. И, кстати, я был немножко разочарован лутом. Почему? Потому что я думал, там какие-то шмотки выдаются и так далее, что-то прикольное будет. Но нет, ничего из этого мне не выдали. Мне дали только там
какой-то ресурс, который я никак не могу использовать. Я видел, для чего-то он нужен в крафте, но для чего конкретно я так и не понял. Ну и все, и больше он мне такой был неинтересен. Тем самым я победил одного из заклятых врагов, которые много раз меня в 3-й или в 4-й серии устраняли. Здесь я пошел, я думаю, круто, я сейчас победитель, побеждатель. Я теперь могу спокойно пойти и забрать осу. А вы помните, что она меня забрала? Как думаете, эта попытка у меня удастся? Я здесь настолько обрадовался всем этим событиям, что такое, ну все, окей, я сейчас пойду побеждать. Но я, кстати, офигел, что это за красная жидкость такая. Я такой, что это? Что это? Во-первых, я испугался, во-вторых, я даже забыл воспользоваться зонтиком. Вот, я даже нервно по клавише бил, чтобы использовать ее, и не понял, что это за красная такая жидкость на самом деле. То есть до меня еще в тот момент я не догадался, что это луна. Я уже умел ведром пользоваться, так как я мед, помните, набрал, но тем не менее вода в ведре голубая, а здесь она синяя. И мобы стали какими-то злыми. Настолько злыми, что я даже не заметил, как отъехал. У меня аж грубик мой, знаете, это как в баскетболе такой хлоп и девяточка точнее. Короче, я понял, что у меня ждет кровавая луна, и я начал ее фармить. Я не буду показывать вам, как я ее фармил, точнее буду, только на ускоренной перемотке. Но здесь я просто вам на данный момент показал, что я гиду занес глаз к Ктулху и сказал, что да, я крутой чувак, она пускай у тебя висит. И дальше я начал просто разносить всех и вся в кровавой луне. Но знаете, что прикольно? Вот видите метеорит? Вот я специально прям замедлил. Его я буду искать в следующей серии. Сразу у меня когда-то знакомый, кто по работе тоже играл в террарии, он говорил, что туда нужно идти с динамитом, поэтому я пойду туда с динамитом, а не с каким-либо еще. Здесь я, решил красную воду эту собрать. Я еще на тот момент не знал, что у меня ничего не выйдет. Типа красная вода будет голубой. Я не понимал этого момента, но тем не менее я такой подумал, надо идти собирать. Зачистил ее, вон видите, она уже голубая стала. Я еще этот момент протупливал, я еще его не знал. Чуть не сорвался, не помер, но тем не менее. Набираю водичку, думаю, почему она снова голубая? Потом, вспомнил, это же кровавая луна, она все красит. Я думаю, ну ладно, не останавливаться же на полпути. Ну и дальше пошел его собирать. Мало ли на что-либо еще она пригодится. Пригождается, как правильно говорить. Я, решил ее взять. Здесь я показываю, что я умею крюком пользоваться. Не знаю, вы оценили этого или нет, но я чуть из-за этого не помер. Поэтому я здесь долго мучился. Кстати, я помню что у пауков нужно там 2 или 3 у них этих крюка есть, чтобы почувствовать себя человеком-пауком. И здесь на меня напали гоблины, началось гоблинское событие. Злой рок ведет меня, я так это чувствую. Знаете почему? Потому что кровавая луна была сначала, потом гоблинское событие. И я думаю, что дальше? Метеорит. Теперь от меня рядом кладбище существует, там скорее всего кто-то будет призраки. Я еще и пожирателем миров одолел несколько раз. Явно это неспроста. Мне что-то за это все будет. Будет какая-то печаль и боль преследовать меня. И знаете, почему я гоблинов еще не сильно долюблю? Потому что они с петель снимают двери мои. Что за народ? Зачем мои двери? Я понимаю, они их захотели войти. Они могут просто открыть. Но зачем их снимать обязательно? Я не понимаю этого. Здесь я решил охотиться, и я забыл, как пользоваться кошкой, крючком. Я, вам показал. И в этот же момент я научился пользоваться большой картой. Вот такие дела. Помните мое печальное бой с королевой? Сейчас я подготовился, настроился и не дал себя
в обиду. Тот человек, который мне подсказал, что можно автопилот с пушки сделать, спасибо тебе большое. Ну вот буквально спасибо. Я на самом деле так и сделал. И это во много раз облегчило мне жизнь. Ты просто не представляешь. Хотя ты, скорее всего, играл и представляешь это, но для меня, как для новичка, подобные штуки, это просто как небо и земля. А еще мне понравилась нижняя полоса. То есть я смотрю на хп босса не сверху, а снизу. Потому что сверху оно как бы не растет, ну вообще не то пальто. А вот снизу оно достаточно круто отнимается. Ну вот смотрите, по одному выстрелу, если я прохожу дело, она за 2 выстрела часть снимает хпшек. Что психологически как бы кажется того, что я его одолею достаточно быстро. И так оно и есть. Ну, типа, вот у него уже половина хп, у меня всего 3 сердец нет. И мы с ним почти на равных идем. Ну, если так сказать. Только у меня и хпшка регенерируется, а у него-то нет. Он, правда, миньонов призывает, но я здесь свою тактику продумал. Я просто его посохами, его миньонов сношу, и поэтому... А дальше перехожу на пулемет. На ружье-пулемет. Пулеметное ружье, так сказать. И все, я понял, что я его одолел. Я победил ее. Ну вот, смотрите, шансов у меня не было проиграть, если бы он там ничего не мог сделать. Мне показался, что он настолько легкий босс, что я думаю, да, это круто. Выпало мне меч. Я, правда, не понял, зачем мне этот меч. Если кто знает, можете написать, пожалуйста, что он дает для себя. Ну, короче, я его еще, по-моему, 1 или 2 раза призвал и снова его забрал. И вы можете сейчас насладиться в ускоренной перемотке того, что мы еще раз с ним повоевали. Как думаете, на этот раз успешно или не успешно? Кстати, у меня в руках какой-то предмет, я, не понял, как им пользоваться. И просто выложил его на базе. Так как я один раз босса одолел, я их почти стараюсь по 2-3 раза призывать. На него у меня, кстати, просто не хватило еще 1 раз призывать, но он меня здесь достаточно нехило так просадил хпшку мою. Потому что у меня, по-моему, 4 было единицы, я был отравлен. И это было достаточно прикольно. И видите, призрак. Я впервые увидел призрака. И его забрал с ружья. Не с обычного, как у охотников за привидениями, а самого обычного. Я не знал то, что метафизически, фролистически, как это можно так назвать, можно забрать с помощью обычной пули. Но как я это умудрился сделать? Ебой! Напишите мне в комментариях, плохо я сделал кладбище или нет. Наверняка плохо, потому что сама игра подсказывает, чувак, что ты делаешь? Но тем не менее. Также построил немного дом и хотел выразить свою благодарность. В конце последний самый скрин будет. Это моя благодарность тем ребятам, которые подсказывают мне, как играть. На самом деле без их помощи было бы сложнее играть, потому что самим некоторые детали вообще не очевидны. Например, из чего крафтится тот же самый алхимический стол. За кадром я здесь вам показал то, что я его за 3 секунды построил. В реальном времени я провел 30 минут, допетривая, как нужно сделать, пока не прочитал комментарий и не сделал это. Поэтому ваши комментарии я читаю. Как вам мой сторителлинг? Расскажите в 2 словах, народ. Я понимаю, что это мое такое первое видео. На него нужно тратить гораздо больше времени, скорее всего. Но я хочу выпускать больше видеороликов, чтобы вы смотрели и я прокачивался себя. Моя цель примерно 1 видеоролик в день. Или в 2 дня. Еще раз спасибо всем, ребята, за вашу поддержку. Спасибо, что помогаете мне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и bye, guys!